Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о тюленях. Что мы знаем о них? Вроде бы все просто. Такие неповоротливые, лежат на камешках возле морского побережья, хлопают ластами и смешно покачиваются на животе. Поэтому даже людей иногда называют тюленями, а некоторых с недавних пор и ждунами. Видели, знаем. Но такие ли они неповоротливые? В воде, возможно, все по-другому. Многие слышали, что тюлени живут на севере, но мало кто знает, что они есть и на юге. Есть даже пресноводные. Да и названия у тюленей оказывается разные. Есть котики, но только морские. Львы, леопарды и даже слоны и зайцы. Это очень интересно. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о тюленях поподробнее. Поехали! Ластоногие, тюлени, моржи и морские львы – потомки сухопутных хищников. Их история, как считают ученые, началась около 50 миллионов лет назад, когда от ствола собакообразных отделилась ветвь, связавшая жизнь с водой. Удивительно, ластоногие – это один из самых ярких примеров перехода позвоночных из наземной среды обратно в водную, и ученые спорят, кто был ближе к их предкам – куньи или медвежьи. По одной версии настоящие тюлени происходят от куньих, а ушастые тюлени и моржи от медвежьих. По другой, подтвержденной молекулярными исследованиями, все ластоногие – монофилетическая группа, то есть потомки единого предка. Скорее всего, причиной ухода в воду стала конкуренция на суше. В наземных экосистемах раннего кайнозоя уже господствовали более быстрые крупные хищники, а побережье предлагали другой путь. Там было изобилие рыбы и минимум соперников. Первые ластоногие воспользовались этой нишей, превратив охоту в воде в преимущество. Переходной формой стала пуиила Дарвина, найденная в Канаде и жившая около 24 миллионов лет назад. Она напоминала выдру с перепончатыми лапами и обитала у пресноводных озер. От нее происходят более специализированные формы. Энолеарктос из Калифорнии и Орегона, уже обладавшие настоящими ластами и гибким позвоночником. Позднее появились птеронарктосы, близкие к современным видам. Примерно 28 миллионов лет назад разошлись линии ушастых тюленей и моржей. Моржи возникли в северной части Тихого океана, а ушастые тюлени расселились по всему Тихому океану. Так родилась группа ластоногие. Ластоногие сохранили черты хищников, но обрели тело для воды. Ласты, толстый слой жира, большие глаза и чувствительные вибрисы. О моржах у нас уже было видео, а сегодня продолжение ластоногой морской истории. Мы поговорим об их родственниках, о тюленях, у которых два семейства. Это ушастые тюлени и настоящие, без ушей. И начнем мы с ушастых, самых подвижных и громких среди тюленей. В этом семействе живут только морские львы и морские котики. Львы крупные, сильные, с густой шерстью на шее и ревом, который слышен за километры. Котики меньше, но шустрые и общительные, с густым мехом и живыми глазами. И у котиков, и у львов есть уши. Маленькие, хрящевые, покрытые волосками. Они торчат по бокам головы. И именно они дали название всему семейству. Это отличительная черта. У настоящих тюленей ушей нет вовсе. Второе – пластика движений. Ушастые тюлени способны разворачивать задние ласты вперед и ходить на 4 конечностях. Это делает их куда более подвижными на суше. Настоящие тюлени ползут, извиваясь всем телом как гусеницы, а эти идут, подпрыгивают, иногда спорят и дерутся. Их тело обтекаемое, мускулистое, покрытое густой шерстью. У морских львов она жесткая и короткая. У морских котиков густая и мягкая, подшерсток плотный, почти меховой. Именно из-за него человечество однажды едва не уничтожило этих животных, но об этом позже. Шея у них длинная, подвижная, хвостик короткий, ласты большие, до четверти длины тела. Передние конечности мощные и гладкие, лишены шерсти и когтей. Задние вооружены когтями, особенно на средних пальцах, которыми животные чешут шерсть или царапают скалы. По краю ласт идет плотная хрящевая оторочка, как гребень на весле. Она усиливает каждый грибок и помогает маневрировать.
Самцы и самочки различаются заметно. Ушастые тюлени – чемпионы по половому диморфизму среди ластоногих. Самцы иногда в 4 раза крупнее самок. Вес может варьировать от 150 до 1100 килограммов. Калифорнийский морской лев может вырасти до 2,5 метров, а капский морской котик всего до метра в длину. Шея у самцов массивная, плечи широкие и голова крупная. У некоторых видов на шее даже есть утолщенный слой кожи, похожий на гриву. Отсюда возможно и сравнение с львами, хотя не только поэтому. Ушастые тюлени предпочитают умеренные воды. Их можно встретить у побережья Тихого океана, от Берингового моря до Кореи, у Калифорнии, Новой Зеландии, Галапагосов, вдоль берегов Южной Америки, Африки и Австралии. Льдов они избегают, предпочитают солнечные скалы, песчаные пляжи и острова, где можно выбираться на берег огромными колониями. В воде ушастые тюлени – настоящие акробаты. Они используют передние ласты как крылья и развивают скорость до 27 км в час. Это быстрее, чем у настоящих тюленей, которые плывут за счет движений всего тела. Гибкие позвоночники и мощные грудные мышцы позволяют ушастым тюленям буквально летать под водой, поворачиваясь на месте, ныряя, играя друг с другом. А еще громко кричать. Морские львы ревут, словно быки. Морские котики лают, фыркают и мяукают. Это общение. А для чего мы сейчас и выясним. Все ушастые тюлени стайные. Они живут колониями, а в сезон размножения превращают берег в шумный балаган. Сотни, а иногда и тысячи тюленей собираются на лежбищах, образуя многоголосое, непрерывно движущееся сообщество. В центре внимания самцы. Они занимают участки и громогласно заявляют о своих правах. Этот рев слышен за километры, и у каждого своя интонация. Угроза, вызов, предупреждение. Соперники оценивают друг друга не только силой, но и уверенностью в голосе. А кто не понял и сделал шаг слишком близко, все пропало. Вспыхивает схватка. Самцы дерутся, сцепляются клыками, кусают друг друга за шею и ласты. У каждого свой участок и свой гарем. От 3 до 40 самочек. Чем крупнее и сильнее самец, тем больше у него потомства. Самки появляются чуть позже, и тогда все оживает еще сильнее. Они пробираются сквозь гомон, выбирают партнеров, обнюхивают, перекликаются, спорят. Между камней и песка рождаются гаремы. Каждая самка знает, где ее место. И каждый самец готов защищать ее ценой шрамов и крови за самочку. Матерые морские львы стоят грудью к волне, плечом к плечу, настороженные и злые. За каждую самку идет борьба. Не за нежность, а за право передать жизнь дальше. Соперники сталкиваются лбами, клыки вонзаются в плоть, ласты разрывают песок, воздух дрожит от рыка, пена летит в стороны. Но победитель остается на своем посту, тяжело дыша, с шрамами на шее и глазами, полными гордого спокойствия. А молодые самцы, не получившие участка, толпятся по краям колонии. Они дерутся между собой, учатся реветь, пробуют силы, как юные бойцы на арене. Иногда им удается перехватить самочку у старшего самца, и тогда берег взрывается новой волной грохота и пены. А когда жара спадает, колония замирает, десятки тел лежат неподвижно, дремлют под солнцем, но даже в покое чувствуется скрытое напряжение, передышка между бурями. В каждом взгляде, в каждом движении хвоста чувствуется древний инстинкт, желание жить, бороться и продолжать род. Так год за годом, век за веком, на одних и тех же скалах, под одними и теми же волнами, ушастые тюлени играют свою вечную пьесу, шумную, страстную и полную жизни. Пройдет немного времени, и на берегу появляются первые малыши. Малыш появляется на свет в меховом пальто и сразу узнает голос матери. Этому львенку всего несколько дней, а он уже уверенно ползает по песку и громко зовет маму, требуя обеда. Его мягкая темная шерсть еще не просохла после моря. Глаза пока тусклые, но в нем уже чувствуется энергия будущего охотника. Самке нужно постоянно уходить в море, добывать рыбу, кальмаров. Все, что поможет выработать молоко. Иногда у нее 2 малышей, и тогда сил нужно вдвое больше. Чтобы прокормить, нужно поохотиться, и детенышей приходится оставлять на берегу.
На берегу жизнь кипит, вокруг шумят взрослые, спорят самцы, перекликаются самки, а малыши путаются под ластами. Для крошечного тюлененка это целый мир, опасный и громкий. Он должен запомнить голос своей матери, ведь только по нему сможет найти ее среди сотен похожих звуков. Пока мама охотится, малыш сидит на краю колонии, тревожно глядя в море. И никто ему не может помочь, даже папа. Главный самец, вожак, следит за порядком, но не за малышами. У него свои заботы. Прогнать соперников, отогнать акулу, сохранить гарем. Его рев слышен на весь пляж, но детенышам до него дела нет. Они ждут только один звук – тихий зов матери. Проходит несколько часов, волны все выше, ветер все холоднее, малыш замирает, почти теряя надежду. Но вдруг из серой воды появляется знакомый силуэт. Мама! Она тяжело выходит на берег, обнюхивает воздух, и львенок мгновенно узнает ее голос. Он спешит к ней, громко пища, и в этот момент все вокруг стихает. Только шорох ласт и радостное повизгивание. Опасность позади. Теперь можно прижаться к теплому боку и пить молоко. Густое, жирное, теплое, такое вкусное и питательное. Самки кормят малышей жирным молоком 3-4 месяца, после чего уходят в море. Маленькие тюленята учатся плавать, а через год становятся самостоятельными. Вообще ушастые тюлени – универсальные хищники. Они поедают рыбу, кальмаров, головоногих моллюсков и ракообразных. Морские львы могут нападать даже на пингвинов и молодых тюленей. Есть и более изысканные гурманы. Например, киргиленские морские котики питаются почти исключительно крилем, крошечными рачками, на которых держится вся антарктическая пищевая пирамида. А в желудках многих морских котиков находят камни. Ученые до сих пор спорят, зачем они им. Одни считают, что это естественный балласт, позволяющий дольше оставаться под водой. Другая версия предлагает, что камни нужны для улучшения пищеварения. Например, у птиц и даже у некоторых крокодилов камни в желудке перетирают пищу. Тюлени таким способом могут перетирать в желудке раковины и панцири моллюсков и ракообразных. Как бы то ни было, факт остается фактом. Камни в животе у тюленя есть. Сегодня зоологи выделяют 15 современных видов. Вот лишь некоторые из них. Сивуч или стеллеров морской лев, крупнейший представитель ушастых тюленей и настоящий властелин северных морей. Самцы достигают 3 метров в длину и весят почти тонну. Сивучи обитают у берегов Камчатки, Курильских и Командорских островов, образуя большие шумные колонии. На суше они кажутся медлительными, но в воде стремительные и грациозны. Самцы занимают участки, охраняют гаремы и дерутся за власть, а самки заботятся о детенышах. Сивучи питаются рыбой и кальмарами, но не брезгуют и падалью. Это сильные и умные звери, настоящие хозяева холодных океанских просторов. А это его родственник, только по другую сторону океана – калифорнийский морской лев. Самый известный представитель своего семейства и, пожалуй, самый обаятельный. Его можно увидеть не только в океане, но и на пирсах, где он лениво загорает, громко аплодируя ластами. Эти морские львы живут вдоль западного побережья Северной Америки, от Британской Колумбии до Мексики. Они социальны, любопытны, быстро обучаются и легко контактируют с людьми. Южный морской лев – мощный и горделивый обитатель Атлантического и Тихого побережья Южной Америки. Эти звери собираются на пляжах огромными стаями. Шум, рев, схватки – целая симфония силы. Самцы достигают 3 метров в длину и весят до 400 килограммов. Их шея украшена толстой кожной складкой, напоминающей гриву. Южные морские львы живут рядом с людьми, часто отдыхают на пирсах и не боятся шумных городов. Они питаются рыбой и моллюсками, а иногда даже охотятся на пингвинов. Новозеландский морской лев – один из самых редких и малоизученных представителей ушастых тюленей. Обитает на южных островах Новой Зеландии, где царят туманы, шквалы и холодные течения. Это крупные животные с массивной грудью и короткой плотной шерстью, защищающие от ледяного ветра. Новозеландские львы отличаются суровым нравом. Самцы часто дерутся насмерть за гаремы, а самки ревниво охраняют детенышей. В колониях царит строгая иерархия. Питаются эти хищники рыбой, кальмарами,
К сожалению, численность вида стремительно снижается из-за браконьерства и изменения климата. Сегодня они под охраной государства. А это морские котики. Самые обаятельные представители ушастых тюленей. Их легко узнать по густому меху, большому любопытству и живому почти человеческому взгляду. Эти животные живут в холодных и умеренных морях южного и северного полушарий, от Галапагосов до Командорских островов. Они собираются огромными колониями, где жизнь кипит без остановки. Крики, рев, ссоры, ухаживания и постоянные игры. Котики превосходно плавают, развивая скорость до 25 км в час. Под водой они ловят рыбу, кальмаров, иногда криль, а ныряют на глубину до 200 метров. На суше они неловкие, но очень активны. Ползают, подпрыгивают, дерутся, ухаживают. В период размножения они, как и морские львы, устраивают ожесточенные бои за участки и гаремы. Победитель получает до 40 самочек и ревом объявляет победу на весь берег. Их густой подшерсток когда-то считался ценнейшим мехом, из-за чего людей охватила настоящая золотая лихорадка пушнины. Миллионы животных были уничтожены, пока человечество не спохватилось. Сегодня охота запрещена, а морские котики охраняются. От ушастых мы переходим к настоящим тюленям. И мир настоящих тюленей более разнообразен. Их длина варьирует от метра у крошечной кольчатой нерпы до 6,5 метров у морского слона весом более 3,5 тонн. Это самые крупные представители не только своего семейства, но и всех ластоногих. Тело у них гладкое, обтекаемое, без лишних выступов. Голова плавно переходит в туловище, шея короткая, почти неразличимая. Ушей, в отличие от ушастых собратьев, нет вовсе. Их заменяют крошечные отверстия, закрывающиеся при нырянии. Зато на мордочке выделяются большие вибрисы, длинные усы, которые улавливают малейшие колебания воды. Именно они помогают тюленю находить рыбу даже в полной темноте. Передние ласты короткие, занимают меньше четверти длины тела. Они не поддерживают животное на суше, а лишь помогают при плавании. Зато задние, длинные и мощные, вооруженные когтями. Они направлены строго назад и не могут подгибаться, поэтому на земле тюлень ползет, извиваясь всем телом, как гигантская гусеница. В воде же эта особенность превращается в преимущество. Мощные волнообразные движения задней части тела делают тюленя стремительным и ловким ныряльщиком. Кожа у них толстая, но главное, под ней скрывается массивный слой жира, который удерживает тепло и помогает держаться на плаву. У некоторых видов он составляет четверть общей массы тела. Например, у тюленя Уэддела под кожей залегает более 100 килограммов жира. Целый биологический термос для жизни подо льдом. У детенышей тюленей густая, мягкая и почти белая шерсть. Она защищает от холода лишь в первой неделе жизни, после чего детеныш линяет и получает шерсть взрослого. Короткую, грубую, без подшерстка. Цвет меха зависит от вида. У кольчатой нерпы он пятнистый, у гренландского тюленя серебристо-белый с темной спиной, у крылатки полосатого тюленя полосатый, а у морских слонов шерсти почти нет, лишь голая кожа цвета мокрого песка. И раз в год тюлени линяют. Но линька у них особенная. Вместе с волосами сходит и верхний слой кожи целыми пластами. В это время животные лежат на берегу или на льду, почти не питаются, сберегая силы, пока тело обновляется. Настоящие тюлени – это дети холода. Их царство – северные и южные полярные моря, где ледники сползают в океан, а волны звенят от мороза. Они встречаются вдоль берегов всех континентов, севернее 50 градуса северной и южнее 50 градуса южной широты. В тропиках их почти нет, за исключением нескольких сотен тюленей-монахов, привыкших к теплым водам Средиземного и Гавайского морей. Некоторые виды, как байкальская или ладожская нерпы, сумели приспособиться даже к пресной воде. Байкальская нерпа – единственный в мире пресноводный тюлень, обитающий в древнем озере планеты. В воде настоящие тюлени совершенства. Они плывут, изгибая туловище, а задние ласты служат мощными винтами. Скорость при коротких рывках достигает 24 км в час, а ныряют они на глубину до 600 метров.
Их кровь и мышцы приспособлены к жизни под водой. В организме много миоглобина, особого белка, запасающего кислород. Сердце тюленя во время погружения бьется реже, кровоток направляется к жизненно важным органам. А на суше все иначе. Без опоры задних лаз тюлень кажется беспомощным. Он извивается всем телом, скользит по снегу, и каждая перемена положения требует усилия. Но стоит ему коснуться воды, и он словно оживает. И тюлени хищники. Основу их рациона составляет рыба, кальмары, осьминоги и криль. Некоторые виды, вроде морского леопарда, идут дальше, охотятся на пингвинов, птиц и даже других тюленей. У них сильные челюсти, острые конические зубы и поразительная реакция. В арктических морях тюлени вершина пищевой пирамиды, уступая лишь касаткам и белым медведям, которые не прочь поохотиться и на них. Они ловят добычу с невероятной точностью, используя слух и вибрисы. Даже подо льдом могут почувствовать движение рыбы. Настоящие тюлени не устраивают шумных лежбищ и не ревут хором, как морские львы. Настоящие тюлени молчаливые одиночки, предпочитающие тишину льда и дыхание глубин, и не любят суеты. Лишь во время размножения собираются на льдинах. Самцы некоторых видов, например морских слонов, образуют гаремы и дерутся за самок, вздымая волны и песок. Их рев напоминает раскаты грома. Но большинство тюленей моногамны. Каждая пара держится вместе только на время вынашивания и рождения детеныша. Беременность длится от 270 до 350 дней. Самка рожает одного детеныша прямо на льду. Молоко у тюленей жирное, как сливки, до 60% жира. И детеныш растет быстро. Кормление длится от нескольких дней до месяца. У хохлача всего 3-5 дней, у морского слона до месяца. Все это время мать не ест, живя за счет накопленного жира. Когда молоко заканчивается, оно уходит в море, а детеныш остается один. Несколько недель он не питается, расходуя собственные запасы, пока не научится нырять и ловить рыбу. Сурово устроена жизнь тюленей. Самостоятельность приходит рано, а детство длится недолго. Семейство настоящих тюленей включает около 20 современных видов, объединенных в 2 подсемейства, и на некоторых мы, конечно же, посмотрим. Морской слон. Гигант среди тюленей. Самцы достигают 6 метров и весят более 3 тонн. Название он получил за мясистый нос, который раздувается при реве, издавая низкий звук, похожий на гудок парохода. Самки меньше и проводят больше времени в море, добывая кальмаров и рыбу. Добыча морских слонов являются рыбы и головоногие. Морские слоны в состоянии нырять за добычей на глубину до 1,5 километров. Это возможно благодаря их большой массе и большому объему крови, способному хранить много кислорода. Как и у китов, деятельность внутренних органов у морских слонов во время ныряния на глубину замедляется, отчего снижается расход кислорода. И естественными врагами морских слонов являются только белые акулы и касатки, охотящиеся в верхних слоях воды. Морской леопард – один из самых опасных хищников Антарктики. Его тело вытянутое, гибкое, с мощными челюстями, способными переломить пингвина пополам. Морской леопард охотится в воде, нападает снизу с молниеносной точностью, и он питается рыбой, птицами, иногда тюленями, но при этом остается удивительно грациозным. Его шкура в пятнах напоминает окрас настоящего леопарда, отсюда и название. В одиночестве он проводит недели в паковых льдах, подолгу ныряет и поет низким гулом, похожий на пение китов. А этот, напротив, очень миролюбивый тюлень-крабоед. И вопреки имени, он даже за крабами охотиться не может. Он фильтрует воду, пропуская ее через зубы, и вылавливает крошечных рачков. Криль – основа антарктической жизни. Это один из самых многочисленных тюленей Земли. Миллионы особей обитают среди льдов Южного океана, возле антарктического побережья. Крабоеды живут парами или малыми группами, держатся вдали от людей и удивительно ловко передвигаются по льду. Их мех серебристый, с темной спиной, а глаза огромные, черные и внимательные. Среди тюленей есть не только котики, есть и морские зайцы. Это лахтак, крупный тюлень из северных морей, представитель семейства настоящих тюленей. Его так называют из-за густых вибрис, длинных усов, которые напоминают заячьи. Это единственный вид своего рода и один из самых характерных обитателей Арктики.
Длина морского зайца достигает 2,5 метров, масса до 400 килограммов. Он предпочитает мелководье и припаянные льды, где добывает моллюсков, ракообразных и рыб. Питается на дне, разрывая ил своими мощными передними ластами. Живет в одиночку или небольшими группами. Держится ближе к льду. Самки рожают детенышей на льдинах в конце весны и вскармливают их жирным молоком. Тюлень-хохлач – крупный арктический тюлень, получивший название из-за надувного кожного мешка на голове у самцов. Во время брачного сезона он раздувается, образуя своеобразный хохолок, и служит для демонстрации силы. Длина тела хохлача достигает 3 метров, а масса до 400 килограммов. Обитает в Северной Атлантике и прилегающих арктических морях и мигрирует на большие расстояния. А нерпы, кстати, это тоже настоящие тюлени, приспособленные к жизни среди льда и пресных вод. В мире существует 3 вида: кольчатая нерпа, байкальская нерпа и каспийская. Есть еще ларга, или пестрая нерпа, или дальневосточная нерпа. Пятнистый тюлень, обитающий в холодных морях Дальнего Востока, в Японском, Охотском и Беринговом морях. Их близкий родственник, но у нее свой род. Все они невелики по размеру, около 1,5 метра в длину и весом до 80 килограммов. Ларга чуть крупнее. Все они прекрасно приспособлены к холоду. Их кожа покрыта короткой плотной шерстью с пятнистым рисунком, а под ней лежит толстый слой жира, защищающий от ледяной воды. Нерпы, пожалуй, одни из самых симпатичных обитателей северных вод. Их круглые блестящие глаза занимают почти полмордочки, а выражение всегда кажется удивленным и добродушным. Когда они лежат на льдине, кажется, что улыбаются. А у детенышей, особенно у байкальских, пушистая белая шерсть и мягкие складочки на теле, отчего они похожи на живые игрушки. Самое удивительное – их поведение. Байкальские нерпы, например, любопытны и не боятся людей. Могут подплыть к лодке, выглянуть из воды, словно проверяя, кто тут нарушил их покой. Арктические осторожнее, но не менее очаровательные. Пушистые комочки на снегу с огромными глазами. Кольчатая нерпа распространена по всей Арктике. Она роет дыхательные отверстия во льду и строит снежные логово, где рождает детенышей. Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на планете. Она живет исключительно в озере Байкал и считается эндемиком Сибири. Вода Байкала холодная, но кристально чистая, и нерпа чувствует себя в ней уверенно. Ныряет на глубину до 200 метров, охотясь на рыбу. Каспийская нерпа обитает в единственном месте – в Каспийском море. Это южный вид, но он тоже зависит от зимних льдов, на которых появляются щенки. Все нерпы ведут спокойный образ жизни, часто отдыхают на льдинах или камнях, а в воде двигаются быстро и точно. Они одиночки, сближаются лишь в сезон размножения. Детеныши рождаются с белой пушистой шерсткой и быстро растут на жирном молоке. Сегодня все 3 вида занесены в Красную книгу. Байкальская нерпа угрожает загрязнение и потепление климата. Каспийской промысел и сокращение льдов, а кольчатой тайне Арктики, и их на планете осталось немного. А еще хуже дела обстоят у тюленей-монахов. Это очень редкие морские тюлени, сохранившиеся в 2 частях света. Средиземноморский тюлень-монах живет у берегов Греции, Турции и Португалии. Когда-то он был распространен по всему Средиземному морю, но из-за охоты и разрушения прибрежных мест обитания почти исчез. Сегодня в природе осталось лишь несколько сотен животных. Тюлень ведет очень скрытный образ жизни, держится в морских пещерах и выходит на берег в основном ночью. И гавайский тюлень-монах обитает на атоллах северо-западных Гавайев. Это единственный тропический тюлень мира. Он проводит дни на песчаных пляжах, а ночью охотится на рыбу, скатов и кальмаров. Вид находится под охраной. Из-за акул, загрязнения и нехватки пищи численность не превышает 1500 особей. Оба вида стоят на грани исчезновения и охраняются международными программами. Главные враги тюленей – это касатки, акулы и человек. В природе хищники нападают на взрослых особей и детенышей, охотясь в воде или у кромки льда. Касатки действуют слаженно, они выстраиваются полукругом, создают волны и сбрасывают тюленей из льдин. Иногда за тюленями может даже выбраться на берег. Акулы атакуют снизу, внезапно, когда жертва расслаблена. Но все это естественное отношение хищника и добычи. Настоящая угроза – пришельцы
пришла от человека. Долгое время тюленей убивали ради меха, жира и кожи. Из шкур шили одежду, из жира делали масло и топливо, а мех детенышей считался особенно ценным. Но настоящая катастрофа разразилась в 19-20 веках. Промысловики истребляли животных сотнями тысяч, особенно гренландских тюленей. Их новорожденные щенки, покрытые белым пушком, становились легкой добычей. Беззащитные на льду, они гибли тысячами. Эта охота – край человеческой жестокости. Как рука поднималась на таких малышей. И только общественное давление и международные запреты смогли это только приостановить. А вот японский морской лев – навсегда потерянное для мира животное. Он обитал в Японском море, но стал жертвой безжалостного промысла. На него охотились ради шкур, жира, а рыбаки истребляли как вредителя. Последних особей видели в 1950-х. С 1974 года официально объявлен вымершим. Сегодня промысел тюленей почти везде запрещен, но опасности не исчезли. Тающий лед лишает многих видов мест размножения, загрязнение океанов приводит к болезням и гибели потомства. Пластиковый мусор становится смертельной ловушкой, нефтяные пятна разрушают их мех и кожу, а рыболовные сети ежегодно уносят тысячи жизней. Изменение климата особенно опасно для северных видов, зависимых от льда. Климат меняется, лед тает, и у многих видов исчезают привычные места обитания и размножения. Тюлени приспособлены к жизни в холодных морях, но зависят от устойчивости среды, от наличия льда, чистой воды и стабильных кормовых ресурсов. Поэтому состояние их популяции показывает, что происходит с океаном в целом. Если тюленей становится меньше, значит экосистема теряет устойчивость. Сохранение тюленей не только вопрос защиты отдельных видов, но и часть более широкой задачи – охраны морской среды. Там, где тюлени живут и размножаются, сохраняется баланс между льдом, рыбой и человеком. Их присутствие – это показатель здорового океана, а значит и устойчивой жизни на планете. Вот такие они индикаторы тюленей. Львы, леопарды и котики, слоны и зайцы. Порой смешные и юркие в воде, а на берегу или на льдине, греясь под лучами солнца, спокойные. Они просто живут, дышат полной грудью, ныряют в холодную пучину, растят детенышей на пронизанном ветром берегу. И глядя на эту простую, исполненную смысла жизнь, понимаешь главное: в великом равновесии природы нет и не может быть ничего лишнего. Все на своем месте, все необходимо. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.